Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание свадьбам. Мы поговорим о том, что же нельзя делать на свадьбе. Как раз идет сейчас уже сезон свадеб, и многим людям, наверное, будет интересно и полезно узнать об этой информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет важна. В современном мире большинство людей с иронией относятся к всевозможным поверьям, народным приметам наших предков и серьезно не воспринимают некоторые народные приметы. Вне зависимости от того, верите ли вы в свадебные запреты, приметы или нет, мы все-таки предлагаем узнать о том, что же нельзя делать на свадьбе. Возможно, именно древние премудрости уберегут ваш брак или брак ваших знакомых, друзей и сделают последующую жизнь намного счастливее. Итак, приметы и суеверия для молодоженов. Всем известен запрет жениху до свадьбы видеть брачное платье, а уж тем более будущую супругу в нем. Иначе это сулит горе и несчастье в будущем, вплоть до распада союза. Казалось бы, такая народная примета, но вы знаете, в ней есть большая доля правды. Из опыта и из того, что дошло до наших предков, и из той информации, можно сказать одно, что да, действительно, жених до свадьбы не должен видеть невесту в свадебном платье. Это действительно, иначе это сулит определенные беды и проблемы в будущем. Далее, невеста ни в коем случае не должна давать кому-либо примерять любую деталь своего будущего образа. Особенно это касается кольца, ведь таким способом наводится с глаз болезни и прочее. Многие невесты, находясь в такой вот эйфории, в эйфории счастья, в эйфории радости, даже не думают о том, что возле них, может быть, находится подруга, которая готова нанести в самый ненужный момент нож в спину. Поэтому, пожалуйста, если ваша дочка или ваша подруга будет в скором времени невестой, пожалуйста, пусть она именно своим аксессуарам и всему тому, что она будет одевать в день свадьбы, уделит особое внимание и сделает так, чтобы никто не смог одеть. Далее, в торжественный день молодожены должны фотографироваться на фотографиях или видео только вместе. Никаких соло-фотосессий. Также вы должны следить за тем, чтобы никто не старался сфотографироваться между женихом и невестой. Иначе это сулит в достаточном будущем не очень хорошие события. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Также невесте не рекомендуется до торжественного дня надевать все части наряда полным комплектом. На Руси считалось, что такая девушка иначе уже вышла замуж. Поэтому мы понимаем, что да, невесте нужно в свой прекрасный, в торжественный день выглядеть безупречно, но все-таки, когда вы будете примерять все, старайтесь это делать все-таки по отдельности. Например, платье со всеми аксессуарами это одно, прическа это другое и так далее. После выкупа будущей жены супруги должны направляться только вперед. То ли это в ЗАГС, то ли это в церковь, и ни в коем случае не оборачиваться назад. В противном случае, если свадьба состоится, то, к сожалению, брак продержится недолго. Кроме того, предупредите и жениха, и невесту, что до того, как они не зайдут в ЗАГС, кто бы их ни звал, кто бы, чтобы им не кричал им в спину, они ни в коем случае не должны поворачиваться. Это очень важно. Далее, невесте нельзя идти под венец в открытой обуви. Лучше использовать классические туфли, иначе в замужестве будет босяком. Вы знаете, эта народная примета нам еще осталась от наших прабабушек и бабушек. Кроме того, сегодня
Как правило, вы не увидите ни одну невесту, чтобы она шла в босоножках или в чем-то другом. Как правило, это классические белые туфли или туфли слоновой кости используют, но в обязательном порядке это должна быть закрытая обувь. Когда муж и жена смотрятся в зеркало, нужно следить, чтобы никто не встал впереди них или между ними. Считается, что кто-то из супругов будет гулящим. Поэтому старайтесь в день своей свадьбы, чтобы вообще для жениха и невесты этот день свадьбы, это день вообще ихних ритуалов и ихних определенных обрядов и практик. Не обязательно в нашем понимании должно быть, что нужно постоянно что-то бормотать себе под нос. Нет, но любое движение это, знаете, определенная практика. Поэтому старайтесь, чтобы никто жениху и невесте не мешал. Далее, во время застолья бокалы у молодых не должны оставаться пустыми, иначе в семейной жизни им придется слезы проливать. Также они не должны есть из одной посуды или у друг друга из тарелки, потому что это грозит в будущем частыми ссорами. Да, у нас сейчас почему-то любят использовать какие-то современные тенденции, но давайте мы с вами все-таки будем прислушиваться к бабушкам, к нашим прабабушкам, которые неоднократно использовали те или иные приметы. Также невеста не должна выпускать свой букет из рук вплоть до застолья. Да и в процессе уже самого застолья следить, чтобы никто не касался ее букетика. И популярные действия, передавать букет дружке или кидать незамужним, также не рекомендуется. Все-таки лучше, если вы заберете его домой, и он для вас будет служить определенным семейным оберегом. Также жених и невеста в торжественный день особенно должны следить за тем, чтобы ничего не пропало из свадебных аксессуаров. Супругам нельзя ничего терять, иначе в будущем они потеряют свое счастье. Уважаемый жених, обращаемся к вам. Вы должны следить обязательно за фатой невесты. Ее никто не должен касаться вплоть до момента снятия. И в противовес бытующему мнению, что фата должна снимать свекровь, знаете, все-таки ее должна снимать не свекровь, как почему-то это любят делать на свадьбах, а именно должен снимать муж. Вот, друзья, мы с вами поделились кратким перечнем, что на свадьбе делать нельзя. Может, это кому-то и покажется суеверным традициям, которые, возможно, уже кто-то заложили где-то на полочке и пылятся, но наши предки видели в этих действиях свой определенный смысл. Поэтому обязательно поделитесь этим видео, кому действительно эта будет информация полезна и важна.